Oh my god. God. Повод не очень хороший, но многие из вас просили разобраться в аварии, которая произошла в Нью-Йорке, там, где парусник Кватемок, парусник мексиканских ВМС, военно-морских сил, врезался, точнее, ну, можно сказать, навалился на Бруклинский мост. Если по UTC мы говорим, а мы по UTC будем разбирать АИС чуть-чуть дальше, то произошло все 18 мая 2025 года, соответственно. Если же мы говорим про местное время, про нью-йоркское, то минус 4 часа от UTC, то все произошло 17 мая, примерно в 20:20. Что могло к этому привести, мы сейчас с вами постараемся предварительно разобраться, но времени прошло не так много, даже еще комиссия NTSB не начала свою работу, потому что они все еще ждут одобрения от мексиканских властей для того, чтобы подняться на борт судна, несмотря на то, что парусник находится в территориальных водах США. Повод не очень веселый, но постараемся с вами разобраться. В общем, давайте сначала поговорим про само судно. Это парусник трехмачтовый, длиной в 91 метр, был построен в 1982 году. То есть ему на сегодняшний день то ли 42, то ли 43 года, в зависимости от того месяца, в котором он был построен. Всего в серии было 4 таких парусника, и строились они на испанском заводе. В данный момент конкретно этот парусник Кватемок, ну, возможно, я неправильно читаю, все-таки это испанский я не знаю, принадлежит в данный момент мексиканским ВМС, военно-морским силам, и является так называемым тренировочным судном, тренинг vessel. Ну, то есть там проходит свое обучение какой-то курсанты, скорее всего, каких-то морских академий или колледжей, морских учебных заведений. В какой-то момент они зашли в порт Нью-Йорка. Это нормальная практика для всех парусников. Они очень часто заходят в различные порты. Я как-то тоже был на паруснике еще в самом начале своей морской карьеры. Парусник назывался «Дружба». Проходили мы практику, стояли в порту Одесса. После того, как они должны были отойти от причала, намерение было переместиться на якорную стоянку для дальнейшей бункеровки. Собственно, в момент отхода как раз что-то пошло не так. На видео мы видим, да, что очень много курсантов вот этих вот, которые проходили практику, которые находились на борту судна, а всего на борту судна на момент аварии было 277 человек. Экипажа, возможно, какие-то пассажиры были, но общее количество людей составляло 277 человек. В момент отхода что-то пошло не так, и судно навалилось на Бруклинский мост. После того, как они прочесались там 3 мачтами, мы видим, да, что вот в момент отхода на реях расположились вот эти вот самые кадеты, для того, чтобы создать, наверное, какое-то праздничное настроение, или, возможно, это какая-то традиция. После навала на Бруклинский мост, как выяснилось, 27 человек получили травмы. К сожалению, 2 человека попрощались с жизнями. Важно заметить, да, что эти мачты, они не являются деревянными. Представьте, если бы они были деревянные, они бы, скорее всего, просто все попадали. Так завалилась только верхняя часть мачты, верхняя часть всех 3 мачт. И фок-мачты, и грот-мачты, и бизань-мачты. Так как там на тот момент находились люди при работе на высоте, они, естественно, были пристегнуты страховкой. Страховку, чтобы отстегнуть, надо на самом деле немного времени, если вы готовы к тому, что вам нужно быстро отреагировать. Все случилось очень быстро. Мы сейчас на ИСе поминутно с вами разберем, как это произошло. Но просто мне кажется, что люди не успели отреагировать, несмотря на то, что они там постоянно тренируются, несмотря на то, что их должны были к этому подготовить. Представьте, какая высота и как вам нужно быстро среагировать, чтобы отстегнуться, а потом еще и слезть вниз. Все-таки там высота не маленькая. Тут, мне кажется, более логично даже было просто прыгнуть за борт. Тем не менее, 2 человека погибли, 27 получили травмы различной степени тяжести. Все остальные вроде как нормально на сегодняшний момент. Мне сразу же, в тот же день, написал один человек, как это они не смогли рассчитать высоту мачт своего парусника для прохода под мостом. Но нужно начать с того, что никто не должен был проходить под мостом. Они должны были просто отойти от причала немножко, сдать, так скажем так, назад, да, в корму,
выйти на середину реки, развернуться и проследовать совсем в другую сторону. Им не надо было проходить под мостом. Когда это все произошло, высота парусника с учетом их осадки на тот момент составляла 44,8 метра. Высота же моста с учетом приливов составляла 38,7 метра. То есть, логично, да, просто взять математику, посчитать и понять, что 6 метров, на 6 метров мачты выше. Но, еще раз повторюсь, им не надо было там проходить. На самом деле все произошло по-другому. Естественно, во время отхода был лоцман на борту. Это обязательное условие, когда вы маневрируете. И как я нашел информацию в новостях, он там действительно был. Ассистировал во время отхода старый буксир 1967 года, который называется Чарльз МакАлистер. Этот буксир несколько раз модернизировался, и на текущий момент его мощность составляет 1800 лошадиных сил. Перейдем, друзья, непосредственно к треку судна, используя АИС с Marine Traffic. Потом я поднимусь на мостик, покажу на нашем примере, на примере нашего ECDIS, да, Electronic Chart Display and Information System, в общем, электронные карты. Покажу, как это выглядит не на Marine Traffic, а как выглядит карта навигационная на системе электронных карт. В общем, 18 мая, уже наступило 18 мая 2025 года, время примерно 00:19 UTC, еще раз говорю, да, мы используем время в UTC. Cuauhtémoc отшвартовывается, он стоит на самом деле левым бортом, и он отшвартовывается от причала, ассистирует Чарльз МакАлистер. Сейчас вы увидите, что Cuauhtémoc развернулся, но на самом деле ничего там не развернулось. Просто так как судно начало двигаться в Крыму, а система, которая использует Marine Traffic, она не является навигационной сертифицированной системой, то он может вас ввести в заблуждение. Разворота не было, и вот эта вот фигура повернута наоборот. Здесь Cuauhtémoc отшвартовывается, начинает двигаться со скоростью 2,2 узла. Какие-то суда тоже входят по реке, это нормально. Там очень большой трафик по этих реках, там есть какие-то паромчики, какие-то вспомогательные суда. Здесь даже видно на АИСе, что, видите, такой маленький синенький силуэт, который называется Mike Shiny, со скоростью 3,2 узла, врезается в Cuauhtémoc. Никто туда ни в кого не врезался. Это все из-за того, что вот эта вот система, которую использует Marine Traffic, она не является навигационной. Она просто информационная, такая приблизительная. Этот Макшайни чисто прошел по корме у парусника, не задев его, все там было нормально. Но на Marine Traffic вы видите, как будто было столкновение. Нет, столкновения там не было. Cuauhtémoc, в свою очередь, разгоняется до 2,7 узла, и Чарльз МакАлистер за ним не успевает. Давайте чуть-чуть отмотаем назад и посмотрим, как они отходили от причала. Смотрите, паруса убраны намеренно именно для того, чтобы предотвратить воздействие парусности судна, потому что ветер именно дул в сторону моста. То есть, если бы были паруса, они бы наполнились ветром, и судно бы сильно дрейфовало в сторону моста. Именно поэтому были убраны паруса. Характерно видно здесь, четко видно, что ветер дует именно в сторону моста по движению вот этого огромного мексиканского флага. Дал ли он какой-то эффект парусности? Ну, я сильно сомневаюсь. Возможно, какой-то сильно минимальный. Но мне кажется, что его парусности бы не хватило для того, чтобы разогнать судно до такой скорости. А вот чего хватило, мы сейчас увидим. Уже некоторые из вас это видят. На скорости 5,9 узла примерно происходит навал судна парусника Cuauhtémoc на Бруклинский мост. И причем он даже практически не сбавил скорости. Возможно, здесь проблема есть какая-то в АИСе, в отображении. Он проследовал дальше, ударился еще и в какой-то пирс или причал, что это такое, за мостом там сразу, и только потом начала скорость это падать. Кстати, были какие-то бесстрашные люди на этом пирсе, которые сначала вроде как смотрят, на них идет парусник, начинают убегать. Некоторые не стали убегать, наверное, поняли, что, несмотря на то, что парусник такой большой, то он не сможет повредить пирс до такой степени, чтобы его обрушить. Хотя, мало ли что-то могло упасть сверху, да, просто из-за того, что там мачты поломаны, возможно, что-то бы на голову упало. Но, тем не менее, есть такие жители Нью-Йорка, которые решили остаться на своих местах, несмотря ни на что.
Здесь мы видим, что уже вокруг появилось очень много силуэтов различных судов, вспомогательный какой-то флот, какие-то паромы. Удалось им как-то остановить движение и дрейф парусника, и вот он остановился как раз между двумя мостами. Слева это Бруклин-бридж, справа это Манхэттен-бридж. Оба моста идут на Манхэттен. Я вам сейчас покажу, друзья, на примере нашей электронной навигационной информационной системы, как это выглядело на электронной карте. Вот смотрите, это наша электронная карта. Это Нью-Йорк. Здесь это все происходило. Тут они стояли, тут стоял этот парусник. В этот мост, это Бруклин-бридж, в этот мост они врезались. До Манхэттен-бриджа они не дошли, слава богу. Возьмем еще чуть больше. Они стояли вот здесь вот так. Ну, то есть карандаш, скажем, это парусник, просто очень длинный. Носом туда. Их понесло вот в эту сторону, в этом направлении. И здесь где-то они ударились, вот в этом месте. Потом ударили вот этот причал. Ну и не додрейфовали вот отсюда. Вот здесь, в этом месте, они примерно остановились. Квантемок перемещен уже за Манхэттенский мост. Он стоит alongside. У причала просто стоит номер 36. Но тут непонятно, он перемещен за Манхэттенский мост, потому что ему уже как бы позволяет его airdraft, да, позволяют эта высота мачт. Или Манхэттенский мост на самом деле выше, чем Бруклин-бридж. Интересно будет, я титром вставлю, если найду информацию про это. На сегодня, на 21 мая 2025 года, туда еще не высадилась, не поднялась на борт комиссия NTSB. NTSB — это National Transport Safety Board, такая комиссия, которая расследует аварии на транспорте. Не только аварии, там у них много полномочий. Ну, в общем, вот такие ситуации, это их как раз сфера деятельности. Они же расследовали и аварию на контейнеровозе Дали, еще не дорасследовали до конца. Они ждут, когда им мексиканские власти, потому что судно под мексиканским флагом, нужно добро получить от мексиканских властей. Ждут, когда им мексиканские власти дадут добро подняться на борт для дальнейшего расследования. Пока этого не произошло. Но комиссия NTSB уже заявила, буквально сегодня только это прочитал, несколько часов назад, что им нужен месяц для предварительного расследования. Потому что, опять же, пострадали люди, погибли люди. Мост, кстати, в отличие от моста в Балтиморе, который упал, мост практически не пострадал. Да есть какие-то там небольшие повреждения, но написано все minor, то есть несущественные повреждения. Он как работал, как его эксплуатировали, так и будут в дальнейшем эксплуатировать. Поэтому мы к этой аварии сейчас с вами вернемся когда-нибудь в дальнейшем, когда нам выкатят хотя бы какой-то предварительный репорт. Но уже сегодня можно кое-что предположить. Смотрите вот на вот этом видео. При движении в корму, то есть при движении назад, видно, что есть характерный бурун. Что такое бурун? Бурун — это вот такое волнение воды, которое создается вследствие действия гребного винта. Гребной винт, соответственно, приводится в действие главным двигателем. На этом судне я нашел информацию, какой находится там, какой там есть главный двигатель. В соответствии с этим я могу предположить, что на судне используется ВРШ. Что такое ВРШ? ВРШ расшифровывается аббревиатура как винт с регулируемым шагом вращения. То есть, чтобы вам было понятно, смотрите, приведу пример на автомобиле, который вы все прекрасно знаете. Если у вас в автомобиле, вы его заводите, коробка стоит в нейтрале, даже нажимая на газ, машина будет стоять на месте. Если вы включите первую передачу или поставите режим драйв, то автомобиль поедет вперед. Если вы поставите заднюю скорость, то автомобиль поедет назад. Но в нейтрале оно будет работать. Просто двигатель будет иметь какие-то обороты, но машина никуда не поедет. Вот на ВРШ примерно то же самое. Двигатель главный работает все время, но вот этим телеграфом специальным, который у нас есть на мостике, я вам покажу наш, у нас он другой. На ВРШ, на таком винте с таким шагом вращения, вы телеграфом задаете угол атаки лопастей. То есть вы поставили 10%, вы повернули на определенный угол лопасти. Когда вы поставили 10% вперед, они повернулись так, что судно начинает движение вперед. И чем больше вы задаете угол атаки, тем быстрее, соответственно, едет судно, идет. Да, то же самое и при движении на задний ход, в корму. То есть ставите 20% назад, лопасти в противоположную сторону разворачиваются, не как они вперед разворачивались, не в ту же, а в противоположную, судно идет назад. На нашем же судне, на котором я работаю,
такие винты не используются из-за больших размеров. У них КПД на таких судах очень низкий. Поэтому мы используем винт, который напрямую связан с главным двигателем. Прямая передача. То есть обороты главного двигателя соответствуют оборотам гребного винта. У нас все по-другому. Там свои постоянные, практически плюс-минус обороты главного двигателя, но разная атака лопастей. У нас как крутится главный, так крутится и гребной винт. То есть если там главный крутит 600, там, 700, 1000 оборотов в минуту, да, но лопасти стоят в нуле, судно, практически никуда не двигается. У нас же, если 24 оборота или 48 оборотов, в зависимости от того, что вы на телеграфе выставили, то так судно и будет двигаться. 24 оборота вперед, 24 оборота будет делать главный гребной винт, и судно будет так идти вперед. Назад будет идти назад. В этом принципиальное отличие. Вот это телеграф, который установлен у нас, и он управляет оборотами двигателя в соответствии с тем, какой вы задаете команду. Dead slow, slow, half, full. Это вперед, это в корму. В соответствии с командой, вот есть таблица по оборотам, то обороты и скорость в груженном состоянии, в балластном состоянии. То есть dead slow это у нас 24 оборота, и есть скорость от 6,1 до 7,1 узла. и так погнали. И на этом паруснике, мне кажется, что установлен ВРШ, винт с регулируемым шагом вращения. Важный нюанс. Перед отходом из США вы должны провести, в соответствии с федеральным законом, вы должны провести определенные тесты. И эти тесты подразумевают то, что вы должны протестировать главный двигатель, помимо всех остальных тестов. Там есть тестирование связи, аварийной рулевки и так далее и тому подобное. Но эти тесты включают также и тест главного двигателя как на движение вперед, так и на движение назад. Они должны были это провести. Это записывается в судовой журнал, это федеральный закон. Нарушение этого федерального закона приводит к очень серьезным последствиям в дальнейшем. Поэтому мы всегда это делаем. И все должны это делать. Если они провели эти тесты, и тесты прошли хорошо, то ничего не должно было произойти плохого. Тут мы понимаем, что для того, чтобы выйти безопасно и от причала отойти, нужно было сделать движение назад, в какой-то момент остановиться и дать движение вперед. Есть бурун, который, это вот вода бурлит, да, и судно двигается назад, а вода идет вперед от этого судна. То есть винт работает так, что задан режим движения на задний ход. Может быть, просто не отработал, когда ему дали команду там сначала стоп, потом двигаться вперед. Тут возникает другой вопрос. На всех судах есть кнопка, которая называется Emergency Stop, то есть аварийная остановка главного двигателя. Она специально для этого и там есть, чтобы если что-то идет не так, нажимаете эту кнопку, главный двигатель останавливается аварийно. У нас есть кнопка, которая называется Emergency Stop. Вот так она выглядит. Это если телеграф почему-то не отрабатывает команду, главный двигатель не хочет работать так, как ему задано телеграфом, то можно всегда нажать аварийную остановку главного двигателя, и он, соответственно, остановится. Почему они ее не нажали? Покажет, наверное, расследование. Также спрашивали про якорь. В этом месте глубины, в принципе, позволяют отдать якорь, если он готов к аварийной отдаче. Но якорь не предназначен для того, чтобы моментально остановить судно. Он предназначен для того, чтобы судно удерживать в каком-то одном месте. Да? Вы бросаете якорь, и судно более-менее удерживается в одном и том же положении. Оно будет крутиться вокруг якоря, если на него действует течение или ветер, смотря что сильнее. Но оно будет удерживаться в одном месте. Но якорь не предназначен для того, чтобы моментально остановить. Снизить скорость? Да, снизить скорость можно, но не остановить. Смотрите, какие здесь глубины, 15. То есть вопрос про отдачу якоря вполне актуальный, если он был готов к отдаче аварийной. 16 метров, 15 метров. Очень неглубоко, 12, 11. Это все в метрах плюс прилив. Прилив там несущественный. По поводу того, что, возможно, это бурун не от главного двигателя, не от винта, а от подруливающего устройства. Будь оно кормовое или носовое. Мы не видим на корпусе, что есть какие-то обозначения вообще в принципе о наличии подруливающего устройства. И я в характеристиках, которые нашел в интернете, тоже не нашел информации, что присутствует подруливающее устройство. Я думаю, что все-таки это работал гребной винт.
Течение, кстати, на момент вот этой аварии, течение было не сильно мощным, по-моему, 0,5 узла всего. Вот такие вот дела, друзья, на сегодняшний момент, на 21 мая 2025 года, то, что я знаю, то та информация, которой я обладаю, я с вами поделился. Спасибо, что смотрели, спасибо за внимание. Свои комментарии, предположения, идеи. Возможно, я в чем-то не прав 100%, ну, я всего в мире знать не могу. Именно поэтому мы двустороннюю связь с вами поддерживаем. Мне интересно тоже ваше мнение. Пишите, не стесняйтесь. С вами был капитан Максим, вы были на канале Максмастер. Я вам благодарен за внимание, за то, что уделили эти 20 минут или сколько там получится, не знаю, на монтаже посмотрим, вашего времени моей скромной персоне. Я на связи.